to actually be doing some practice and this demonstration. I'm not sure first which will be first. Всю вторую половину сегодняшнего дня мы будем заниматься практикой, и, возможно, будет демонстрация. Я только не знаю, что в начале, что потом. So we talked about two ways that we regulate affect. Мы говорили о двух способах того, как можно регулировать аффект. And one is through empathic attunement. Первое – это через эмпатическую сонастройку. And the other is through mentalization. А второе – через ментализацию. And so those are all two. That's already up there. Я уже там все написано. So it turns out that those two things actually follow the structure of the central nervous system. Follow the structure of the central nervous И system. то, и другое, оба эти способа, они следуют за структурой центральной нервной системы. Which we know a lot more about today И сегодня мы о ней знаем гораздо больше, чем раньше, than we did a few years ago. чем несколько лет тому назад. And there are two natural affect regulating systems. И существуют две естественные системы регуляции аффекта. The first affect regulating system is automatic. Первая – это автоматическая нервная система. It's implicit. Она имплицитная. It's early. Она развивается на ранних стадиях. It's very fast. Она очень быстрая. And it follows what are one of like two paths. И она идет по двум направлениям. So I don't have a picture of the brain. У меня, к сожалению, нет здесь изображения мозга. But information comes into the thalamus. А информация попадает в таламус. And this is both information from the body and mind. И туда попадает информация и от тела, и от разума. And the world. И от мира. And it goes in two directions. И потом идет по двум направлениям. One's called the high road. Одна называется высокая дорога. And one's called the low road. А вторая называется или высокий путь, Okay. верхний путь и нижний путь. This Ledoux, Joseph Ledoux, is the one who discovered this. Человек, который это обнаружил, его звали Джозеф Лиду. So the low road is the fast road. Нижний путь – это быстрый путь. It goes from the thalamus to the amygdala. Он идет от нижний путь идет от таламуса в миндалевидное тело. In milliseconds. За миллионную долю секунды. And the amygdala then says, right away, it takes all that information from inside and outside, so to speak, and it says, is this safe or is it not? И миндалевидное тело, получив эту информацию, сообщает за миллионную долю секунды, это безопасно или это опасно. And if it's not safe, Если это небезопасно, do I take flight? Мне убегать Do I fight? или сражаться?
Or do I freeze? Или замирать. Immediately. This is just within milliseconds. Это за миллионную долю секунды So происходит. it has to make this immediate decision. То есть мы делаем этот очень быстрый выбор. The high road, which is Верхняя дорога, milliseconds slower, ну, она на несколько миллионных долей секунды медленнее. goes up through the cerebral cortex Потому что она идет через кору, and gets evaluated with reason и она оценивается с помощью разума and experience. и опыта. And it then sends the information back down И потом она отсылает информацию снова вниз milliseconds later на несколько миллионных долей секунды позже. to the amygdala Снова миндалевидное тело, to help it understand which of those things it should do if there is need. чтобы понять, чтобы помочь миндалевидному телу выбрать между этими тремя способами решения этой ситуации, если есть какая-то опасность. So, and it's this second circle that we have some influence over as psychotherapists. И вот мы, как психотерапевты, имеем возможность влиять на эту вторую петлю. And it slows down the process. И она, конечно, делает процесс значительно медленнее. And that's where mentalization is involved. И здесь может вступить в игру ментализация. It's slower, Она медленнее, it's later, она запаздывает. it's more verbal. Later in the meaning of It development. happens later, not it Late in happens time or in development. actually in development too, in child Да, development. значит, позднее имеется в виду позже и в развитии позже возникает эта петля. It's more verbal, И она более вербальна, reflective, рефлексивна, processed by reason, она происходит благодаря разуму and judgment. и с помощью оценки, критики. And it's through this, thank you, and I think this is the last slide actually, and it's through this second system that epistemic trust can get established. И именно благодаря второй системе может установиться эпистемическое доверие. And this is what we really need, is epistemic trust. И на самом деле именно эпистемическое доверие – это то, что нам нужно. It's a strange term Это странный термин for something so simple для такого простого явления, as being able to trust the validity and reliability of a caretaker's. Now we're talking about children. это доверие надежности и обоснованности своего восприятия, своей интерпретации, воспитателя. Значит, оценка, доверие к своей оценке и своему и надежности своего воспитателя. The validity and reliability of a caretaker's or some other person's perceptions, interpretations, and descriptions of the world. Или доверие к интерпретации, восприятию и описанию каких-то других людей, которые описывают мир. And of oneself. И себя. Can I believe Могу what ли я somebody поверить, is telling me about myself? когда кто-то другой говорит мне обо мне? Can I believe what somebody is telling me about the world?
Могу я довериться другому, когда тот говорит мне что-то о мире? And it's this process of co-regulation with another person. И это процесс совместной регуляции с другим человеком, Especially the primary caretakers. особенно с первичным воспитателем. Experience and statements about us. This co-regulation is the first process. И это со или корегуляция с зазначенным другим такой процесс, первый процесс формирования. And without that co-regulation, self-regulation gets to be impossible. И без этого процесса совместной регуляции саморегуляция становится невозможной. So our patients come into us И наши пациенты приходят к нам quite often, очень часто. like my Green Beret colonel, Как вот этот вот мой полковник из спецслужб, как называется, морская пехота. without ever having had a reliable source of co-regulation. У этого человека никогда не было надежного источника, который бы участвовал в корегуляции. And for the people who come to us who have not had this, we are the ones who must provide that sense of co-regulation. Для людей, которые никогда не имели такого источника, мы первые люди, которые должны стать таким источником. Where how we relate to them И то, как мы будем строить с ними отношения, becomes a reliable source of self-regulation. потому и можем ли мы стать для них надежным источником для саморегуляции. So that the person then begins to be able to trust the validity and reliability of their own perceptions. Так что человек после этого начинает, научается доверяться обоснованности и надежности своего собственного восприятия. Their own perceptions, interpretations, descriptions Своих собственных интерпретаций, описаний мира. of the world, Мира of oneself, и себя, and especially of one's own most private thoughts and feelings. и особенно своим самым глубинным мыслям и чувствам. And I'm going to try to find a very brief video for you, and if I can't, I'm just going to describe this experiment they did. Я сейчас попытаюсь найти видео, и если мне не получится, я просто опишу этот эксперимент с детьми. How do I get out? Oh, I know. 4 fingers. That's great. 4 fingers. I'm going to talk to you really in this video about one thing only, which is why mentalizing particularly matters, particularly for those of us trying to work with vulnerable clients, and help them to learn and adapt and find new ways forward in their lives. So I'm going to stop. Мы сейчас покажем на видео то, как происходит ментализация и то, как развивается доверие к себе.
Можно большую картину. I'm about to do that. Собирается. Do you want me to do that again, or were you able to? I think I did. Нам не нужно повторять то, что... New ways. Почему важна ментализация? So I'm going to start very briefly with an experiment. Я хочу очень Two быстро, toys were designed. очень быстро описать этот эксперимент. Было придумано две игрушки. Were completely unique, but they were different. Они абсолютно уникальны, но разные. Put them to your average child around this age, about 18 months. They were kind of equally popular. И они были предложены ребенку где-то около 1,5 лет, и обе игрушки стали очень популярны. And then they started the experiment proper. So as it started, if И потом они начали эксперимент. you were the toddler sitting there with these two toys annoyingly just out of reach, what were you, Сидел малыш, и перед ним выкладывались эти игрушки, и ему было не дотянуться до них. So you get the sense that there are these two toys, you see them pictured there, and the child can't touch them, can't reach them. Представьте себе вот эти две игрушки, они предложены ребенку, но на расстоянии, до которого он не может дотянуться. you would have seen is me coming in as an experimenter who you don't know. So he comes in as an experimenter, and the child doesn't know this experimenter. He doesn't know the person. Yeah. Входит экспериментатор, и ребенок не знает этого человека. And I ignore these two toys on the table. And I Ignore the two toys on the table. Я пренебрегаю, я не обращаю внимания не обращаю внимания на эти две игрушки, которые выложены на столе. And he turns, he'll say it himself. He makes the contact with the eyes of the child. Он сейчас это скажет, что он устанавливает контакт глазами с ребенком. Nor you. And I'm really working the relationship with you. I'm trying to get eye contact. If you Я его не smile, знаю, но я стараюсь установить с ним какие-то отношения. Я ищу его контакт с глазами. So you can see the little child, imagine the little child, and you're looking at this man. Представьте себе маленького ребенка и смотрите на этого человека глазами ребенка. And he's totally ignored the two toys that are sitting there, annoyingly out of reach. И он абсолютно игнорирует эти две игрушки, которые положены в раздражающе далеком расстоянии, на раздражающе далеком расстоянии от ребенка. smile back if you look a bit worried. I kind of go, oh yes, it is a bit of a funny old room here. I'm really trying to work my relationship. Да, я говорю ему что-то, что да, это he does say that it's annoying, right? You to see the child. Да, он говорит все-таки, что ребенку, что это раздражает, немножечко раздражает, но в основном он старается установить контакт с ребенком. So it's a strange room to the child. Это незнакомое место для ребенка. And there's just these toys on the table, just a little out of reach. И там лежат всего две игрушки, которых не достать. So the experimenter is recognizing the child's subjective experience. И экспериментатор, он понимает субъективные переживания этого ребенка. With you, so that you feel, I'm really kind of beginning to get what it's like to be you. Clearly, in this case, you were a camera, but I'm doing the best I can. И он говорит, я здесь для того, чтобы понять, как быть на твоем месте. И я постараюсь как можно лучше это сделать. And so can you imagine you're the child, and this is what this man is doing. И представь себе, вот ребенок, и этот человек все это говорит. And there's something happening between the two of us.
И вот между нами сейчас что-то происходит, говорит он ребенку. Something happening between the two of us that the experimenter recognizes, yes, that we're connected up. Only then, I look at these toys. И когда я понимаю, что у нас установилось какие-то отношения, тогда я смотрю на эти игрушки. And this is, sorry, I have to disclose something, and that is I'm diabetic. So I'm noticing I'm beginning to have a little bit of a low blood sugar. I had a very nice meal, but I'm having a low blood sugar, and so I have to tell you, and by the way, this happens sometimes with clients. Сейчас я должен что-то о себе рассказать. У меня понизился сахар, я много поел, и такое бывает со мной, и бывает, когда я работаю с клиентами тоже. And so when this happens, I have to say, oh, I'm sorry, I have to И в tell таких you. случаях я говорю, извините, я должен что-то сделать. So, so I tell them, as I'm telling you, Я говорю своим клиентам так, как говорю вам. I need to take care of this. Я должен как-то сейчас этим заняться, справиться с этим. So I have a little supply in my drawer. У меня в ящике всегда есть какой-то запасец. When this sort of thing happens. И когда это происходит, And this has never happened in a group. So это никогда раньше не происходило на группе, this is the first experience. так что это первый опыт мой. So I asked him, would you mind if I got a little sugar? Я спрашиваю, не возражаете, если я сейчас чуть-чуть сахара съем? And you're responding like most of them do, which is, oh no, И please. вы, ваша реакция похожа на то, что я получаю от большинства своих клиентов. Да, конечно. Yeah, usually I say, well, I really don't want to do this alone. Would you like some? Я обычно говорю, что мне неудобно одному есть. Хотите This кусочек? is all I have, folks. Но, ребята, здесь у меня это все, что у меня есть, поэтому вам помогать. I didn't bring enough sugar. Недостаточное количество сахара запас, чтобы с вами сейчас делиться. And if I don't do it, I say to them, I'll start to get a little spacey. And if I don't do something, I might even pass out. And I don't think you want me on your hands. И обычно я говорю этим людям, скажу сейчас вам, что если я этого не сделаю, то я немножечко начинаю так отлетать, и в конце концов могу даже потерять сознание, так что я не думаю, что вы бы хотели, чтобы со мной это произошло. So, as I say to them, И как я говорю своим клиентам, that's very kind of you. очень мило с вашей стороны. Thank you for letting me Спасибо, что позволили eat in мне front of you. поесть перед вами. And sometimes they say, oh, that would be nice. И иногда они говорят, ну, все нормально. Usually they say, no thanks. Иногда не соглашаются съесть что-то, говорят, да, было бы мило, но чаще всего не говорят спасибо большое. And most of you seem to be saying no thanks. Большинство говорит, нет, спасибо. Kindly. Очень это мило с их стороны. But I think this man over here would have liked some. Но мне кажется, что вот этот молодой человек вот хотел Oh, yeah. отрезать кусочек, да? So, in this one case, В этом случае я there you go. You too. I knew it. Okay. Is there any left? You want some? Well, this is really a new experience. It is. Actually,
there's some sugar over there. Oh, that's a good. So I'm really sorry for that interruption. Извините, что пришлось прерваться. Let's review. Давайте повторим. Вернемся. Experimental room. Итак, комната для эксперимента. Child is sitting there. Там сидит ребенок. His toys are out of reach. Ему не достать своих игрушек. The total stranger comes in. Входит совершенно незнакомец. Oh, hello. И говорит: да, привет. Oh, this kind of a strange room. Да, такая странная комната. No, you've never been here before. Ты раньше здесь никогда не был. Eye contact. Устанавливает контакт глазами. And hopefully what the experimenter is doing is matching what the experimenter senses is the mood of the child. И в идеале экспериментатор должен как-то соответствовать настроению ребенка, как он его видит и ощущает. And has no way really of controlling this consciously. И на самом деле у него нет способа это осознанно контролировать. Except by the intention. Кроме как намерения, интенции. It is really up to that, in this case, the experimenter and that child. It is up to that experimenter to trust his right brain and the child's right brain. И это можно сделать только с помощью доверия к правой части мозга, правому полушарию своему, правому полушарию ребенка. To do the job for them. И он может довериться тому, что это правое полушарие совершит эту работу за них. And so they make this contact. И они в конце концов устанавливают этот контакт. It of course is deliberate on the. И, конечно, со стороны экспериментатора это совершенно осознанное специальное действие. But he has to trust really his own psychological structure. Но он должен доверяться своей собственной психологической структуре, to make the appropriate contact. чтобы соответствующим образом устанавливать этот контакт. This is why it's important to get therapy. Именно поэтому очень важно ходить на терапию. Because it helps you, helps us as therapists. Потому что это помогает вам, помогает нам, терапевтам, To continue to do this better, to let продолжать это делать, делать это лучше. our own interpersonal biology do its job. Дать возможность нашей межличностной биологии работать за нас. And to keep our vessel clean. И так, чтобы наш сосуд был чист. To minimize obstructions. Чтобы минимизировать возможность каких-то нарушений. So let's go back to the experiment. Итак, вернемся к эксперименту. This is what happens next. Посмотрим, что происходит дальше. So, Only then, I look at these toys. I look at the blue one, I kind of go, wow, that's a lovely toy. And I look at the other one, and I kind of go, oh, that's a horrible toy. And then because... И только в этот момент я начинаю смотреть на игрушки и смотрю на сначала на одну из них, говорю: ой, какая хорошенькая игрушечка. А потом смотрю на вторую и говорю: о, какая отвратительная игрушка. I look at these toys. I look at the blue one, and I kind of go, wow, that's a lovely toy. And I look at the other one, and I kind of go, oh, that's a horrible toy. okay. And then because it's one of these experiments, I kind of go, well, bye, and I walk out. И потом я говорю: до свидания ребенку, и выхожу. And somebody else comes in, И a кто-то new experiment.
И входит другой экспериментатор. Comes in, ignores the toys, looks at you and says, "Hey, can you show me a nice toy?" И входит другой экспериментатор, он не обращает внимания на игрушки, обращается сразу к ребенку и говорит: «Привет, покажи мне хорошенькую игрушечку». And with quite high significance, you tend to point to the one the other guy liked. И в большом проценте случаев, в большем проценте, в значительном большем проценте случаев ребенок указывает на ту игрушку, которая понравилась предыдущему экспериментатору. Okay, so this is the first phase of the experiment. Это первая фаза эксперимента. He comes in, sees the child, gets a sense of where the child is, tries to make that connection so the child experiences in this experimenter that the experimenter experiences what's in the child. Итак, первая фаза эксперимента заключается в том, что входит экспериментатор, устанавливает связь с ребенком, убеждается, что эта связь установлена настолько, что ребенок чувствует, что экспериментатор его чувствует. And remember, we did this last year. We showed the videos of the still face experiment. Помните, в прошлом году я показывал какое-то видео с замершими лицами. But in this case, the child feels confirmed and has a connection with the experiment. В этом случае ребенок чувствует, что его подтверждают его существование, и он устанавливает связь с экспериментатором. And then that person leaves the room. Another person comes in and says, "Can you point me to the nice toy? A nice toy?" И потом входит второй экспериментатор и спрашивает ребенка: «Покажи-ка мне симпатичную, хорошую игрушку». And a very high percentage of the time, the child says, "It's the toy that this person liked that came in." И с большой вероятностью ребенок показывает на ту игрушку, которая понравилась первому экспериментатору. Okay, second part of the experiment. Вторая часть эксперимента. So that's really boring. You learn that's the nice toy. But that's the question that this experiment was really trying to make sense of. How does a child learn? What's a... Вот вопрос в эксперименте следующий. Откуда ребенок знает, что какая из этих игрушек плохая, какая из них хорошая? And to make sense of. How does a child learn what's a nice toy, what's a horrid toy? Откуда он The знает? second part of this experiment was where it got more interesting. Okay, second experimenter now comes in. Totally new person, third person. Это третий человек приходит. You rewind that, and I'm the first experimenter, and as I come in, I do not look at you, I'm not interested in you, but I'm interested in the toys. And I look at the first one and I kind of go, wow, that's a really nice toy. Вторая часть эксперимента заключается в том, что я прихожу в комнату как экспериментатор, я не устанавливаю отношения с ребенком, я обращаю внимание исключительно на игрушки. И говорю: «О, какая замечательная игрушка». So you get the second person comes in, it's the very same situation, but doesn't pay any attention to the child. Понятно, да, что второй человек приходит, это похожая ситуация, но не обращает внимания на ребенка. Just looks at the toys. Смотрит на игрушку. And I look at the other one and I go, oh, it's a horrible toy. И And then говорит, very смотрит на much not kind of interested in you at all, I kind of go, bye, and I wouldn't. Говорит, какая отвратительная игрушка, и совершенно не обращая внимания на ребенка, без всякого интереса к ребенку, говорит ему пока и выходит из комнаты. So the second experimenter walks in, doesn't pay any attention to the child, just looks at the toys. Wow, what a nice toy. Wow, what a hard toy. And leaves. That's all. Входит
Еще разочек, та же история. Ходит второй экспериментатор, смотрит на игрушки, говорит: о, какая замечательная игрушка, о, какая трудная игрушка, не обращает внимания на ребенка, машет ему рукой и уходит. And the second experimenter, who you don't know, comes in, ignores the toy. Приходит второй экспериментатор во втором эксперименте. Он тоже не знает ребенка, он входит, он полностью игнорирует игрушки. Experimenter, who you don't know, comes in, ignores the toys, looks at you and says, hey, can you show me a nice toy? Устанавливает контакт с ребенком и спрашивает: привет, покажи мне, пожалуйста, хорошую игрушку. What was interesting in this experiment is, in that situation, the kid went, kind of that one, or that one, there was no difference. И интересно, что в этом эксперименте ребенок, в процент случаев, так, когда ребенок показывает на эту игрушку или на другую, одинаково, там нет никакой разницы. Они равноценные. In other words, they hadn't learned anything about whether this was the nice toy and that was the horrid toy. Иными словами, ребенок так, он не узнал, какая из этих игрушек хорошая, какая игрушка плохая. From the first experiment. Now, why was that? That's what this experiment was all about. И почему это было? Почему он от первого экспериментатора не воспринял, какая игрушка хорошая, какая плохая? Вот к этому сводится весь эксперимент. Very briefly, with an experiment, started the experiment proper. So as it started, if you were the, and then they started the equally popular, and then they started the 18 months, they were kind of equally popular. And if you showed them to your average child around this age, about 18 months, they were kind of equally popular. They were completely unique, but they were different. And if you showed them to your average child around this age, about 18 months, they were kind of equally popular. Если показать эти игрушки обычному ребенку вот 1,5 года, эти игрушки равноценные, они бывают одинаково популярны, то одна, то другая. Experiment was all about, and that's what I'm going to talk about very briefly now. Because in our... И вот к чему сводится весь эксперимент. И он собирается очень кратко сообщить о том, что происходит. Work, we often meet clients who seem to be doing things that are incredibly unhelpful to themselves or to other people. К нам часто приходят клиенты, которые, казалось бы, все время повторяют, делают одно и то же, нечто одно и то же, что очень вредно для них или для других людей. And even when they come into contact with me or my service, where there's help available, the help that we offer seems to... И даже если они устанавливают контакт и приходят к нам за помощью, и помощь им предлагается, kind of bounce off in some way. Но такое ощущение, что наша помощь от них просто отскакивает. You seem to be able to take it in and try stuff out. And it's tricky. По какой-то причине клиенты наши не воспринимают наши советы. Try stuff out. And it's tricky. They struggle, if you like, to trust that the ideas in my mind, as a helper,
protect. И это очень сложно, потому что они сражаются с этим, они не могут понять, они не могут доверить тому, что идеи в моей голове относительно того, что может им помочь, whatever I am, are worth believing in and trusting in, that they might be relevant to that person over there or this family. Они не могут довериться тому, что это может помочь именно им. Они могут представить себе, что эти идеи могут помочь этому человеку или тому человеку, но не чувствуют, что эти идеи имеют какое-то отношение к ним. Over there, in their lives. И релевантны для них в их жизни. Research suggests that what happened in that experiment was that the first child that did learn had. Наши исследования предполагают, что важным моментом в этом эксперименте является то, что первый ребенок had an experience of this first experimenter who really looked at them and got interested in them and started to connect up. Которому был предложен опыт установления отношений с первым экспериментатором, который смотрел на него, разговаривал с ним. The child had an experience that this worker was mentalizing, and that this worker was mentalizing, and that being mentalized helped the child. То есть это был процесс ментализации. Первый экспериментатор ментализировал ребенка, и этот процесс помогает ему. And by mentalized here, so there's a difference between epistemic trust and mentalizing. Mentalizing is the experience of being able to understand what's going on in your own mind and articulate it, your own feelings. Ментализация здесь обозначает процесс, который позволяет вам понять, что происходит в голове другого человека, что происходит с чувствами другого человека. And being able to understand what's going on in another person's mind. И что происходит в голове и в чувствах другого человека. Now, this child, this is one thing I don't like about this video, this child did not know he was being mentalized, or she was being mentalized, had no idea she was doing it. В этом эксперименте ребенок не знал, что он подвергается ментализации, и поэтому мне это не очень нравится. What the child experienced, probably, we don't know what any child experiences really, but what the child experienced probably was, this person is connected to me, and he gets me. Первый ребенок, мы не знаем на самом деле, что происходило в него в голове, но мы можем предположить, что он видел, что этот человек устанавливает с ним отношения, и он чувствовал, что этот человек понимает меня. So we could actually say that in some ways an authentic relationship, a real relationship, based on these, what we've been learning from these developmental studies, is the idea of connection and getting. На основе других исследований и этого исследования идея в основе этой ментализации лежит процесс того, что другой человек видит меня, устанавливает со мной отношения и понимает меня. So when a patient comes in with some intense feelings or apparatic feelings, и поэтому, когда клиент приходит к нам с какими-то сильными чувствами или апоретическими чувствами, the first and most important thing is that that patient, the client,
person has the feeling that you see them, that they are seen. I'm being seen. This person is connected to me. They see me. They understand me. Поэтому, когда приходит клиент с такими чувствами, первое, что происходит в терапии, он видит, что его видят, что его понимают, что с ним устанавливают связь. So these are very, very simple aspects of a relationship. Это очень-очень простые какие-то стороны отношений. The feeling of being connected to, of being seen and being understood. Это какие-то очень примитивные основы отношений, то чувство, что вас видят, что с вами устанавливают связь и что вас понимают. That's being gotten. То есть вас понимают. Yeah. So let's finish the experiment. Давайте закончим эксперимент. Start to open the door to trusting what might be in that person's head about what is a horrid toy, what's a nice toy. So what do I mean by this? Таким образом, мы, устанавливая отношения, мы открываем дверь к тому, чтобы ребенок воспринял от нас информацию, что хорошая игрушка, что плохая игрушка. Well, for many of the clients that we work with, it's Для многих из клиентов, с которыми вы работаете, like there's a big door between them and the worker. The worker who might... Их разум – это большая дверь, которая находится между ними и экспериментатором. Feel they've got all kinds of help in their mind, in their heart, in their hands, things that they could do for this young person. The worker has all kinds of things in their mind, what they can do to help. The worker, the experimenter. The worker, yeah. A client, now it's a client and a therapist. Теперь это уже на уровне клиента и терапевта. И клиент, пришедший за помощью, он знает, что в голове у терапевта есть куча всяких идей и инструментов, которые могут помочь ему. And the more they try to kind of offer this help out, the more it seems to bounce off. И чем больше терапевт предлагает свою помощь, тем больше она отскакивает обратно и не принимается. The door is closed to learning. Потому что дверь закрыта для этой помощи. This research that I'm referring to by two chaps, Gergely and Chiba and their colleagues, suggests that it's not about pushing you. И было предложено, что важность, называется имя экспериментатора, было предложено, что важно не не та навязываемая помощь. All the way through the door. It's not about anything like that. It's understanding or mentalizing. Что речь идет только о понимании или о ментализации. That is the key to the door. И это понимание, эта ментализация является ключом к открыванию этой двери. That when I get a picture in my mind of what it might be like to be this client, когда в моей голове возникает картинка того, что значит быть на месте моего клиента, and more than that, when my client sees that picture in the way that I present it in my face, God, I'm awful, their fear. И более того, когда клиент видит, что у меня в голове возникла эта картинка, этот образ, через мои реакции, через контакт глазами, через какие-то мимические вещи, вербальные. Their depression, they get a sense. You get me. И у них возникает ощущение, он меня раскусил, или он меня, в хорошем смысле, он меня понял. Understood me. That's the moment where
suddenly, if you can do that, Это тот момент, когда что-то происходит, и вдруг клиент думает о том, что если ты можешь сделать это. And so a key thing here is what's said in the mind of the client, the top green paragraph. Самое главное здесь написано вот в облачке, которое наверху в голове клиента. I recognize myself as you've seen me. А я узнаю себя в том, как ты меня увидел. This doesn't happen automatically. И это автоматически не происходит. This can take some time with a child. Это требует какого-то времени с ребенком. With the granddaughter, with Dalia's granddaughter. Например, с дочкой, внучкой Дали. My first facial gestures to try to mimic what she was doing, to let her know that I was seeing what she was feeling, what I thought anyway. Мои первые попытки, когда я пытался показать, что я вижу ее и что я понимаю, что она чувствует. She wouldn't pay much attention to it all. She'd look to her mother or her grandmother. Она совсем не обращала внимания на эти попытки. Она смотрела на маму, на бабушку. But then as time goes on, very gradually, the eye contact stays a little stronger, the facial expressions get a little more prolonged. Но со временем наш контакт глазами удерживался дольше, ее выражение лица стало более мягким, она стала на меня больше смотреть. But of course, this little girl was more interested in her mother and her grandmother than me, so it would have taken a long time to actually get her to engage me exclusively, even for a minute. Но поскольку у нее ее фокус внимания был на маме и на бабушке, то для того, чтобы установить с ней контакт, требовалось гораздо больше времени, потому что я был не единственным человеком в этой ситуации. So I think I'm gonna, let's stay a little bit longer with this. So the first thing then is, wow, how I feel is how I see you feeling me. Первое, я чувствую, что то, как я чувствую, ты видишь меня, во мне то, как я чувствую. So then once that's established, then the child or the client, and I don't mean to say clients or children, can actually say, well, if you understand me like that, maybe you understand the world like that. И тогда, когда это устанавливается, это понимание, это доверие к тому, что ты видишь меня таким, как я чувствую себя, может быть, ты видишь и мир так же. Maybe I can trust your perceptions of my husband or wife or daughter or parents. Maybe I can actually trust what you're seeing there because I'm lost. Может быть, ты видишь также, я могу доверять тому, что ты видишь относительно моей жены или моих родителей или моего мира, потому что я запутался в нем. I don't know. I really don't know when my mother or my child talks to me like that, if that's good or if that's bad. Когда моя мама, когда мой ребенок, когда мой муж говорит со мной таким образом, я не знаю, хорошо это или плохо. I can't tell if their intentions are good or they're bad. I really cannot Я на tell. самом деле не могу сказать, их намерения хорошие или плохие, мне непонятно. So that the person can then, this is epistemic trust. That it begins with trusting through co-regulation, emotional co-regulation with a parent or a partner. Это и есть эпистемическое доверие, которое начинается с совместной регуляции, с коррегуляцией, будь то с ребенком или с партнером. And in therapy, the first thing is, once you begin to get them,
or they feel gotten. В терапии, как только ваши клиенты чувствуют, что вы их понимаете, Oh, this person is connected to me and gets me in this situation. Maybe they can be connected to me and get me in this situation and in this situation. Если этот человек понимает меня, видит меня в этой ситуации, возможно, у него получится это и в другой ситуации, и в следующей ситуации. And good enough parenting involves getting some, as we know from last year, that there is 70% mismatch in all human communication. 70% mismatch. So you get 30% match, and then you repair the mismatches. Most of the mismatches go unacknowledged, but you repair the mismatches that are important. So, как мы в прошлом году говорили, вся человеческая коммуникация, 30% в этой коммуникации это совпадение, а 70% это несовпадение. Если мы оказываемся в 30% совпадений, то, может быть, мы поможем человеку восстановить эти 70% несовпадений. And so if there's a couple things that happen. Once, if you really get that person's emotions, И здесь происходит несколько вещей. Первое, когда вы понимаете эмоции другого человека. and they feel like, yeah, that's what it is. И когда он чувствует, да, именно так я себя и чувствую. And that happens again, И это повторяется. and again, И снова повторяется. and again. И еще раз. Then the child or the patient begins to feel like, wow, how I experience myself, another person actually feels that way. They really do feel the way I feel myself. Maybe I can trust my own perceptions of my own feelings, of my own experience. И когда с ребенком или с пациентом происходит следующее. Он говорит, если другой человек может увидеть то, как я себя ощущаю, и он видит то, как я себя ощущаю, может быть, я могу и довериться тому, как я себя ощущаю, и своему восприятию. So the person has epistemic trust. И устанавливается тогда вот это эпистемическое доверие. Of their own subjectivity, of their own emotions. Доверие к своим собственным эмоциям, к своей собственной субъективности. And once that gets established, then it can be generalized. И когда это устанавливается, она может быть генерализирована. If this person who's my therapist is getting me, and I'm a human being, maybe this person that I'm paying all this money to and spending all this time with will actually can understand other human beings, and especially the ones that are important in my life. Может быть, этот человек, который понимает меня и которому я плачу огромные деньги и хожу так долго, может быть, он точно так же понимает и других людей, и понимает других значимых людей в моей жизни. And then, of course, they can begin to trust their own perceptions of these other people. И тогда они начинают постепенно доверять собственному восприятию этих других людей. I can trust what I'm thinking that's going on with them. Я могу доверять тому, что я думаю. Я могу следовать этому. And I can trust what I'm thinking is going on in my own subjectivity in relation to them. Я могу доверять тому, что я вижу в них, я могу доверять тому, что я вижу в себе в отношении их. And then guess what? И потом, знаете что? Представьте себе. You've got to find a new client. Because once that feeling of trusting one's own experience, one's own subjectivity as a reliable indicator of the world,
one is free. И тогда наступает свобода, когда человек начинает относиться к себе и доверять себе, к своей субъективности, как к надежному источнику, он становится свободен. But there is a qualification here. Но здесь, конечно, есть определенная квалификация. Because none of us have only one issue in our lives. Потому что здесь есть определенные ограничения, потому что ни у одного из нас нет только одной сложности в жизни. And if you have time and the other person is interested, then it's a matter of working through these things with all these different kinds of troublesome feelings that we all have as human beings. И поэтому, если у вас есть время и возможности, вы должны прорабатывать с этим другим человеком, которому вы доверяете, все остальные сложные вопросы и моменты вашей жизни. But once, of course, this first relationship is established, the sense that, whoa, this person not only sees me, understands me, and gets me, but they really want to. I think this is very important, and you never hear this in these experiments. Но здесь еще есть одна вещь. Want me to? They want me. They want to do this with me. They value doing this with me. But my therapist really, like a baby, feels like, oh, my mother loves me more than anything in the world. Но здесь, в этом эксперименте этого не было, потому что происходит еще одна вещь. Помимо того, что я понимаю, что этот человек видит меня, понимает меня, я начинаю видеть, что этот человек еще и как-то хочет меня, то есть не безразличен ко мне. So this person is... Это то же самое, как моя мама любит меня больше всех на свете. So the therapist finds, like the baby hopefully feels with the mother, the therapist comes to believe that the client comes to believe that the therapist is actually interested in, that they begin to believe that you are interested in them, that you care about them, that this really matters to you. И так же, как ребенок должен убедиться в том, что он важен для своей матери, также и клиент должен убедиться в том, что вы заинтересованы в нем, что он вам важен и существенен, что он вам не безразличен, он заботится о вас. Okay. Any comments or questions? Какие-то комментарии или вопросы есть? Does any of this strike you as a bit arduous, and it's something that you've known all along? Это вы воспринимаете как что-то такое общеизвестное, что вы давно знали? Are we really, but now from a neuroscientific perspective, aren't we really talking about what we've known all along to be genuineness, empathy? Вы не чувствуете, что, хотя мы сейчас говорили с точки зрения психофизиологии, что все это вам было известно из других каких-то источников относительно аутентичности, искренности, Acceptance. относительно принятия. These very basic, fundamental human processes that are part of all Это of же our все relations. о очень таких базовых, фундаментальных процессах человеческих. What this helps us to do is mainly, I think, ground what we're thinking. It actually gives us more epistemic trust. Но вот все эти изыскания научные на самом деле помогают нам обосновать свои представления и дают нам своего рода эпистемическое доверие к тому, что мы по этому поводу знали. In what we already know. Потому что мы уже знали. Yes. Go ahead.
Oh, you're going, okay. Спасибо за этот опыт. Thank you for this experiment. Это было вот у меня больше на уровне ощущений, предчувствий, неосознаваемо, не называемо, то, что вот было названо сейчас. What has been named had been in me at the level of feelings, intuition. Я подумал, когда слушал, о таком преддоверии, когда клиент приходит. And while I was listening, I thought about this kind of pre-trust when the client comes. Я работаю достаточно много с родителями, потерявшими своих детей. I work quite a lot with parents who lost their children. У меня есть свой опыт потери ребенка, гибели ребенка. I have my own experience of losing a child. И когда клиент, зная о моем опыте, приходит ко мне, And when the client, knowing that I have this kind of эта дверь experience, уже comes to приоткрыта. me, Эта дверь уже приоткрыта. this door seems to be a little bit opened already. Он уже с предварительным доверием уже открывается мне в том, что с ним происходит, не дожидаясь, когда я его пойму. Having this pre-trust condition, he already or she opens up more than usually without waiting for the moment when he feels understood. Я благодаря этому эксперименту понял, почему так происходит. And thanks to this experiment, I understood why it is so. У нас есть не совместный опыт прожитого, отдельный, но он как будто общий. We have this experience of the past experience, which was not lived through together, but separately, but the same, similar. И этот отдельный опыт, он помогает нам вместе что-то начать проживать And быстрее, this чем... separate but similar experience helps us to meet quicker and to live through something together. Спасибо, у меня многое стало на свои места, стало Thank ясно, you. стало, что... Many things matched my previous understanding and I got deeper. Я думаю, что мне не нужно особенно что-то делать в таких ситуациях. Нужно просто быть со своим опытом здесь. I understood that I don't need to do anything in such situations. I just need to be here and now with my personal experience. Спасибо. Ачу. You had a comment. У вас тоже был. Вот так. Может быть, немножко перекликается с тем, что It's Дима a little bit to follow up what Dima has said, но немножко про другое я but думала. a little bit different, in a different direction. Я думаю, очень важно, когда клиент чувствует, что меня понимают, что кто-то чувствует мои чувства. I believe it's very important when the client feels that he or she is understood and he or she is felt. Больше, чем я понимаю, или наоборот, кто-то понимает то, чего я совсем не понимаю. More than I understand, or somebody understands something which I don't. Но здесь, мне кажется, могу сформулировать, такая It's есть hard to скользкая дорожка. verbalize it. There is this slippery path here. Чтобы клиент чтобы терапевт не был сильно уверен в том, что он понимает и знает и чувствует лучше, чем это делает It's клиент. important for the therapist not to assume that she or he understands the client better than the client does understand himself. Когда появляется власть, и терапевт берет на себя много ответственности. If it happens in this way, if the therapist thinks that he or she understands the client, it's the disbalance of power, and the therapist takes on more power and control and responsibility. Yeah, no, this is really very important. Да, это очень важное замечание. This always needs to get checked out. Это всегда нужно проверять, конечно, и следить за этим. You've seen me say this several times here. Is this on? Are we?
Am I getting this? Вы видели, что я, когда мне задают вопросы, я отвечаю, я всегда проверяю, да, вы со мной, я правильно вас понял. And then sometimes there's a sense that you might sense that there is something else. For example, the person looks away and they say, yeah. И вы всегда замечаете, даже когда клиент говорит «да», вы видите, что там что-то такое не совсем, что-то еще есть, непонятое, непринятое. And so then it's the tone of the voice. So this is the right brain to right brain communication. It's it's purely reading bodies, basically. Это сводится к коммуникации между правым полушарием того и другого, и это чтение языка тела и на уровне таком невербальном. And you say, oh yeah, what's that? What's that? И вы когда говорите, да, а что вы хотите, что там еще, что же? And either they'll say, well, that just made me think of something else. И вы можете на самом деле подумать, что может быть, мне стоит подумать о чем-то другом. Or they'll say, well, yeah, but. Или он говорит, да, но. So it's something that you really have to be. You can never be too confident. I think this is what you're saying. Здесь никогда нельзя быть на 100% уверенным. That you know another что вы person's знаете mind. другого человека. And you have to constantly check along the way. И вы все время по дороге должны проверять это. So that's a really, really good point. Так что это важное замечание. Because you want the person to have epistemic trust in their own perceptions. Потому что вам важно, чтобы человек развил в себе эпистемическое доверие к собственному восприятию. Not epistemic trust in your perceptions. А не эпистемическое доверие к вашему At the восприятию. expense of theirs. За счет своего. And that's what you're talking about. Вы об этом говорите. So this is a very, very subtle form of gaslighting. Gaslighting. Gaslighting is the phenomena when somebody's experience, you say, oh, that's not true. Here's an example. You can, I'll go on with you. But it's somebody's having an affair, and the woman says, well, the husband, or whichever partner it is, says something's going on, you're out late at night, oh, it's nothing, oh, she's just a friend of mine. Your reality is full of baloney. Иначе это превращается в поддержание такого, вот я не знаю, как перевести это слово, газлайтинга, когда человек, его понимание, ее чувства смущают тем, что не признают его. This is terrible what's happening in my country right now. Сейчас ужасно, что происходит в моей стране. Because what's being gaslit is truth. Потому что то, что казалось неправдой, оказалось правдой. On the average of 7 times a day, a lie is told. В среднем каждый день 7 раз на дню говорится какая-то ложь. And we are told, well, fortunately there's millions of us who don't believe it. I think you know what I'm talking about. И нам все время говорят, к счастью, не все из нас доверяют этому. Я думаю, что вам знакомо то, о чем я говорю. We are told literally these words over and over again. И нам все время говорят, все время говорят ложь. Don't trust what you hear. Don't trust what you read.
И нам все время говорят, не доверяйте тому, что вы слышите, не доверяйте тому, о чем вы читаете. And so what's being gaslit is truth. И то, что вот подлежало этому газлайтингу, оказывается правдой. It's an epistemically compromised family now. Теперь наша family, I mean, the nation is like a family, and this is the father gaslighting everybody, the whole country. Теперь наша страна превратилась в такую семью, в котором разрушается эпистемическое доверие, потому что отец все время занимается газлайтингом своей семьи. It is extremely dangerous. Это очень опасно. Politically, И политически, I'm sure you all know this as well, how dangerous this is. и я уверена, что все вы тоже знакомы, вам всем это знакомо, и знакомо то, насколько это опасно. But this is actually what goes on in families as well. Но на самом деле такое происходит и в семьях, In not healthy families. в нездоровых семьях. So the opposite of helping people have epistemic trust in families, the children have epistemic trust. Вместо того, чтобы формировать в своих детях, в семье эпистемическое доверие, So many of our patients have been told not to trust their own subjectivity. очень многим из наших клиентов было сказано, чтобы они не доверяли собственной субъективности, Their own eyes, своим глазам and especially their own feelings. и особенно своим собственным чувствам. And this becomes our job as therapists. When Тогда эта работа ложится на наши плечи, на плечи терапевтов. when we meet people who have come from, let's say, epistemically compromised families. Когда наши клиенты приходят из таких эпистемически скомпрометированных семей, We are establishing really a new basis. Therapy is establishing a new basis for emotional knowledge. терапия занимается тем, что устанавливает новую основу для эмоционального знания. So, any other questions and comments before we? Еще какие-то комментарии или вопросы, прежде чем мы прервемся? So, I would like to. What was that, child? Хотел бы задать вопрос, это очень напоминает, вот, что упомянули сейчас вот про свою страну, напоминает наш советский период, да? То, что what I have just said reminds us of the Soviet Union, what was going on in the Soviet Union. Very aware. Да, я это понимаю. Но выход очень простой, быть больше в личных связях. В личных отношениях это доверие есть. Да, вот. To establish very personal connection and to stay in this personal field of personal relations and connections, to trust your immediate circle. Right. Thank you. So, are we going to take a break?